Когда-то мы с вами встречали этого красавчика на 7-м километре, а сейчас мы его встретили в центре города. Красавчик, здравствуйте. На 7-м километре вас встречали? Да, мы Класс. на всю Америку, всю Да. Украину. Да, это канал на позитиве YouTube. Сегодня 14 ноября 2025 года, и всем доброе, уже солнечное утро из Одессы. Доброе утро. Сегодня в Одессе просто невероятная погода. Так тепло светит солнце, такое голубое небо, жить да радоваться жизни. Но, как уже который день подряд, на самом деле сейчас в Одессе воздушная тревога. Но я так спокойно разговариваю, потому что дроны летают в Черноморске, в других городах и поселках Одесской области. К счастью, в Одессе сейчас спокойно, но тем не менее в любую минуту это все может измениться. Поэтому снимаю для вас видео и все равно иду в напряжении и поглядываю в паблике, что летит и куда. Наверное, это такие последние самые теплые дни, потому что синоптики прогнозируют, что в конце ноября в Украину могут прийти сильнейшие морозы, и это будут самые сильные морозы за последние 70 лет. Вы же посмотрите, какая красота! Какой милый котик! Просто прелесть! Не хотелось мне сегодня затрагивать тему войны, но вот иду и просто не могу об этом не говорить, потому что сейчас зашла посмотреть в телеграм-каналы, что же, куда летит, потому что небезопасно ходить по улице, когда над головой летают дроны. И читаю, что сейчас бьют Одесский район и бьют по теплу. И просто иду в шоке. Сейчас только начинается отопительный сезон. Достаточно сильно похолодало. Прогнозируют холодную зиму, морозы. Не знаю, как мы будем жить. Знаю, что все службы делают все возможное, чтобы жители Украины были и со светом, и с теплом. Но не на все люди могут повлиять, конечно. Очень страшно, что может начинаться холодина, а люди будут мерзнуть. Очень люблю этот католический храм в Одессе. Он достаточно необычный и очень красивый. Сейчас прохожу мимо и хочу вам его показать. Встречает нас вот такой плакат: «Молись за Украину, pray for Ukraine». Ой, посмотрите, какую красивую... Этого здесь не было. Какую красивую скульптуру здесь сделали. Человек лежит, и его укрывает покрывалом птица. Притулок. Вы знаете, в такое сложное время, да, в принципе, в любое время у людей остается вера. Вера в хорошее, в лучшее. Поэтому много людей посещают храмы, посещают такие места. Здесь, кстати, часто проводятся концерты органной музыки. И вот сейчас послушайте, как красиво. Я первый раз попала, когда играет орган. Видите, здесь проводят концерты, шедевры органной музыки. Если кто-то желает, то всегда можно прийти послушать. Это невероятно красиво. Здесь такая акустика, музыка настолько трогает душу, настолько она глубоко проникает, знаете, как в мозг. Это безумно красиво. Поэтому, кто никогда не слышал орган, очень советую приходить и обязательно послушать. Вернемся к реальной жизни. Так, прохожу сейчас мимо ресторана Хаджибей. Ресторан крымско-татарской кухни. Кто не знает, может прийти в Одессе. Здравствуйте. Вот девочки машут в таких красивых нарядах. Видите, с каким гостеприимством все встречают. Поэтому, если хотите посетить это место, обязательно приходите. Класс. Где не идешь, у нас все время что-то происходит.
уже на громкие звуки такая реакция, которой не было никогда раньше. Боже, посмотрите, как красиво украшен по-осеннему фасад с зонтами. К счастью, ни у кого не поднялась рука кому-то забрать этот зонт, и они здесь спокойно могут стоять. Когда в 22 году начинались только военные действия, которые зацепили Одессу, то многие думали, что они продлятся недолго. 2 недели, как прогнозировали все, ставили ставку на это. Только единицы думали, что это будет долго. Поэтому многие даже, вот как мы, без одежды, толком, без каких-то своих вещей, выезжали за границу. И в тот момент все, абсолютно все были уверены, что они вскоре вернутся домой. Но жизнь внесла свои коррективы, и уже 4-й год полномасштабной войны, и многие уехали, и многие не вернутся. Представляете, сколько людей обустроило быт за границей? Кто-то уже нашел хорошую работу, кто-то, у кого-то дети пошли в других странах в школу, уже хорошо знают язык, уже привыкли к тому обществу, к тем людям. Кто-то, люди обустроили свою жизнь вдалеке от дома, потому что выезжали в поисках спокойствия и в поисках, самое главное, безопасности, потому что все вы понимаете, что когда в стране война, когда на городе летят дроны и ракеты, то никто не застрахован, потому что никто не знает, что, куда может прилететь и упасть. Кто-то мечтает вернуться домой, кто-то безумно соскучился за домом, а кто-то уже не представляет своей жизни в Украине. Вот так война внесла изменения в жизни каждого из нас. Поэтому, знаете, есть люди, которые знакомые, которых я уже не видела много лет, только по фотографиям, которые давно уехали, общаться мы можем только через интернет. Жизнь разбросала всех не то что в близкие какие-то страны, но некоторые переехали в Америку, некоторые переехали в Канаду и уже настолько там обустроили жизнь, что вряд ли когда-нибудь вернутся. И в начале 22 года, в 21 году никто из нас даже бы не подумал, что такое может случиться. А жизнь внесла свои изменения. И вообще сейчас живем в такое время, что никто не знает, что же будет дальше. Какой кот! Посмотрите, какой кот. Здравствуйте. Или кошка, или кот. Он просто огромный. Такой одесский красавчик. Тихон? Кота зовут Тихон. Боже, какая прелесть. Вы не представляете, какой. Да. А потом уходит, да? Не хочет, чтобы его фотографировали. Да, судя по тому количеству автомобилей, которые я сегодня вижу, точно не скажешь, что в Одессе нет людей. Сегодня пятница и даже не вечер, но тем не менее сложно перейти дорогу. Очень много автомобилей, и все куда-то спешат. Недавно совсем здесь были летние террасы. Ну, а сейчас, как вы видите, все уже убрали. На улицах становится пусто. Еще немного украшают все цветы, но мне кажется, это тоже ненадолго. Я подумала, что есть свет, а на самом деле, видите, света нету. Так и живем. Вот так сегодня живет Одесса под звуки генераторов. Но благо погода радует, и немножко можно понаслаждаться хоть красотой солнца и голубого неба. Потому что если обращать внимание только на негатив,
то реально можно сойти с ума. Боже, на солнышке возле оперного такая теплынь, такая красота. Так хочется, чтобы над Одессой всегда уже было такое мирное, голубое, красивое небо. Как люди этого ждут. Вот еще до сих пор, несмотря на то, что похолодало, ездят экскурсионные маленькие такие машинки. Вот, а можно показать, да? Вот посмотрите, чтобы вам не дул ветер, все продумано. Здесь такой пленочкой все закрывается, вам и все видно. И не холодно. Вот. Вот, посмотрите, как все открывается. Как вас зовут? Меня зовут Никита. Никита. А вот водитель Никита и предлагает интересные экскурсии. Вот здесь как раз можно посмотреть, что есть. Видите, здесь вот схема экскурсии, схема проезда и цены. Цены есть. Посмотрите, вот экскурсии на электромобилях. Сейчас у нас когда-то в Одессе везде были парковщики. Ты подъезжаешь, и этим парковщикам нужно было оплатить деньги. Но это было очень давно, и нам поставили паркоматы. И этими паркоматами не все могут пользоваться. Сейчас вот женщина подъехала и не может заплатить за парковку, у нее не получается, она пожилая. Вот, поэтому было бы хорошо, чтобы были разные способы оплаты, потому что не все идут в ногу со временем, и многие просто не понимають, як оплачувати. Chcę przekazać dziś duże pozdrowienia do Szczecina, do naszego drogiego Macieja. Macieju, jesteś bardzo wspaniałą osobą, bardzo dobrą osobą i po prostu niesamowitym człowiekiem. Chcę bardzo Ciebie podziękować za wszystko, co robisz, za wszystkie wsparcie w ogóle dla Ukraińców. Wiem, że od początku wojny wszystkim dopomagasz. Dziękujemy Ciebie bardzo, bardzo serdecznie i niechaj wszystkie dobro, co robisz, wróci do Ciebie u wielu razy więcej. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego dnia. Pozdrawiamy z Одессы. Боже, посмотрите, какая красота. Какое все желтое, я просто обалдею. Если бы еще генераторы не работали, было бы вообще замечательно. Хочется слушать пение птиц, а не вот это все. Вот такая прекрасная в этом году осень в Одессе. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. Берегите себя и своих близких в такое сложное сейчас время. Пока-пока.